Расскажу вам реальную историю, свидетелем которой я был сам. Случилось это, когда я учился во 2 или 3 классе, точно не помню. Наш класс был в цоколе, то есть в полуподвале, а школа была трехэтажная, старая, большая, с толстенными стенами и деревянным полом. Возле нашего класса с пола сняли доски и что-то ремонтировали в трубах отопления, идущих под полом. Было это зимой, во время продленного учебного дня. Некоторых детей родители уже забрали домой, а те, кто остались, дожидались, пока у мам и пап закончится рабочий день. Во всей школе уже было пусто. Мы делали домашние задания, рисовали или лепили пластилин под присмотром совсем молоденькой учительницы. Она сказала, что у нас перемена, и мы можем выйти по своим делам. Я остался в классе, а часть детей вышла в коридор, где обычно все собирались возле подоконника, который был недалеко от дырки в полу. Через какое-то время в коридоре что-то произошло, и стали звать учительницу. Мы все, кто были в классе, выбежали в коридор. Там мои одноклассники стояли возле дыры в полу и кричали наперебой. В дырке метровой глубины они увидели грязного, заросшего и с длинными ногтями мальчика, одетого в какое-то тряпье. Он смотрел оттуда на них, пока они игрались, а когда они, заметив его, подошли к дырке, мальчик бросил в них куском щепки и забился в дыру, куда уходили трубы. Все утверждали это в один голос, это явно не была шутка. Учительница ушла позвать кого-то из хозяйственной части и вернулась с техничкой. Техничка, явно недовольная, залезла в яму и сказала, что там никого нет. Мол, дырка очень узкая, туда пролезет только маленький ребенок, что там очень душно и она не знает, как бы там кто-то мог дышать. Сказала, что мальчику пришлось бы лезть километры, чтобы туда забраться. В итоге техничка усомнилась, не придумали ли мы эту историю, саркастично глядя на молодую учительницу. Лично я не сомневаюсь, что дети действительно видели мальчика, мы были совсем маленькие, плюс среди толпы были зануды и отличницы, которые боготворят учителей и побоялись бы им врать. Мы пару дней приглядывались к яме, а потом ремонт закончили, пол вновь накрыли досками, и это происшествие быстро забылось. Вот и вся история. Просто сейчас жутковато представлять себе, как в мрачный зимний вечер я еще 1,5 моих одноклассников сидим в пустой школе, а под нашими ногами по душным щелям лазят какие-то заросшие мальчики.